Приветствую всех, кого влекут руны, и я продолжаю свой рассказ о рунах. Сегодня разговор пройдет о четвертой руне рунного строя, так называемого старшего футарка, а именно о руне Ансус. От людей, которые практикуют руны, я очень часто слышу такие выражения об определенных рунах, когда они говорят: «Это моя любимая руна» или «Это очень тяжелая руна». Бывает, я слышу такое, что говорят: «Я боюсь эту руну» или «Эта руна очень сложная», «Эта руна самая загадочная». Мой жизненный опыт с рунами дал мне понять то, что я ценю всю рунную систему, и ко всей рунной системе я отношусь одинаково. Но руна Ансус – это та руна, которую я использую очень часто. То есть, если взять все руны рунной системы, то какие-то руны я использую реже, какие-то чаще. То руну Ансус я использую довольно часто. Что сегодня мы знаем о руне Ансус, кроме ее названия? Самая довольно распространенная интерпретация или значение этой руны – это руна богов. В древнескандинавском мире на язык лезет такое выражение, как мифология, но относиться ко всей той древней культуре, к ихнему образу жизни и поклонению тому, чего они верили, и сегодня в наше время назвать это мифологией, для меня это как-то больно. Это все равно, что пройдет какое-то время, и на те современные религии, которые мы имеем в сегодняшнем мире, кто-то когда-то будет говорить, что это мифология. Вот и про скандинавский древний мир и о ихнем образе жизни и ихнем веровании можно сказать, что это была ихняя религия в тот момент. Тогда просто не было такого понятия, как религия. Мне тяжело говорить, что это была мифология. В те года вера тех людей, ихнее поклонение, было множеству богов. Боги в то время делились на две группы. Это были асы и ваны. И именно асам древние скандинавы поклонялись, приносили им жертвы и чтили их. И вот когда мы слышим сегодня название руны Ансус и слово асы, которое объединяло группу богов, идет привязка к этой руне, что она обозначает боги. Я, наверное, очень часто повторяюсь, но, видимо, этого требует мой рассказ о рунах. Привязывать руны к чему-либо из-за ихней схожести звучания или тому, как они нарисованы, и давать, исходя из этого, интерпретацию, является большой ошибкой. Второе распространенное значение руны – это то, что это руна слова, руна поэтов. Именно с этой интерпретацией я соглашусь на все 100%. Но только подчеркну, что это одна из тысячи способностей этой руны. Давайте вспомним с вами развитие рунного порядка, который мы с вами изучаем. Вначале было что-то чистое, то есть то, что не несло себе никакого смысла. На этом чистом преобразовалась руна Фиху. Это та руна, которая дает начало чему-то новому, тому новому, чего до этого не существовало. Руна Урус способствует тому, что начинают закручиваться все процессы, которые бы помогли бы реализовать то, что было задумано руной Фиху. Руна Турисас своим уточнением подтверждает право выбора того, что было задумано руной Фиху, и после того, когда были преобразования руной Урус,
руна Турисас из всего этого выбора подтвердила задуманное руной Фиху. Так вот, руна Ансус, она позволяет взять из всего этого большого выбора самое лучшее и самое необходимое. Из-за этого привязка руны Ансус, что это руна слова и руна поэта, находит самое точное подтверждение того, что это руна именно руна выбора, лучшего выбора из того, что можно выбрать. Смотрите, как получается. Есть поэт, в голове которого десятки тысяч слов, как в любой голове каждого из нас. Но поэт, а вернее его талант, его способность соединять слова, то есть выбирать из своей головы самые лучшие и подходящие слова, делает это так искусно, что у него получаются красивые стихи, рассказы, повести, басни, что угодно, что состоит и строится из слов. Поэтому руна Ансус и имеет такую способность выбирать самое лучшее. И это хорошо чувствуется не только в поэтах. Все, в чем нужно сделать выбор, и чтобы выбор был самым лучшим, самым результативным, самым качественным, самым необходимым, из множества чего-либо, не только слов. В нашей жизни бывает много таких ситуаций, когда в этой ситуации нужно выбрать что-то самое лучшее. И вот руна Ансус имеет именно такой смысл. Если подвести руну Ансус, к примеру, о постройке дома, когда Фиху зародила эту мысль, руна Урус создала массы разных вариантов, каким этот дом должен быть, а руна Турисас подтвердила, что он будет именно таким, то руна Ансус позволит выбрать место для дома самое лучшее, материалы для дома самые лучшие, строителей для дома самые лучшие, инструменты для постройки дома самые лучшие. То есть, к примеру, мы хотим построить дом из камня. Дом – это идея руны Фиху. Камень – это преобразование Урус. А Турисас подтвердил, что этот дом будет именно из камня. Ансус позволит выбрать самые лучшие камни, потому что само слово камень описывает определенный вид материала. Но Ансус создаст ситуации именно в том виде, что камни будут самые лучшие. Поэтому говорить о руне Ансус, что это руна слова, либо руна поэтов, не до конца раскрывает суть самой руны. Ее хорошо применять поэтам, но точно так же с успехом ее могут применять многие. Одним словом, каждый, кто будет нуждаться в выборе из множества. И чтобы выбор был лучший, руна Ансус ему в этом поможет. И именно по этой причине, так как я говорил в начале этого ролика, я очень часто использую руну Ансус в своей жизни. Если вас влекут руны, и в моих видеороликах вы находите полезную для вас информацию, слушайте мой рассказ о рунах с самого его начала. Все видео я выкладываю в определенном порядке. В том порядке, в котором я хочу передать вам свою информацию.